Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Вселенная — это не просто пространство, в котором мы существуем. Это загадочный многослойный мир, полный тайн, ища ответы, на которые человечество использует теории, порой кажущиеся фантастическими. И именно эти теории способны разбудить воображение и заставить нас задуматься о самой сути того, что нас окружает. Поэтому в этой истории мы рассмотрим три из этих необычных концепций: одноэлектронная Вселенная, пространство как сверхтекучая жидкость и Вселенная, основанная на математических принципах. Часто в науке стараются отделить реальные факты от спекуляций, однако именно спекуляции подстегивают наш ум к поиску сути вещей и понимаемого нами мира. Какая реальность скрывается за пределами наших ощущений? Каковы основные принципы, которые управляют Вселенной? Эти вопросы навсегда останутся животрепещущими, и именно на их поиски мы и направляем наш исследовательский взор. Первая теория, о которой мы поговорим, может показаться деградацией до примитивного понимания — одноэлектронная Вселенная. Представьте себе, что наш огромный и сложный мир на самом деле строится всего из одного единственного электрона. Идея кажется безумной, особенно учитывая, что лишь в наблюдаемой Вселенной содержится колоссальное количество — около 50 атомов. Однако, несмотря на отвратительные масштабы, в 1950-х годах физик Джон Уиллер озвучил эту концепцию, утверждая, что все электроны одинаковы, потому что, по сути, это один и тот же электрон, который движется по времени. В таком представлении Вселенная принимает форму огромного цикла, где один электрон постоянно перемещается, взрывается и умирает, создавая иллюзию множественности и бесконечной сложности. Подобную концепцию можно сравнить с виртуальной реальностью, где все события полностью детерминированы одним элементом, создающим разнообразие и богатство окружения. Однако есть одна большая проблема. Наблюдаемая реальность, основанная на принципах химии и физики, сильно противоречит этой теории. Например, количество электронов в нашей Вселенной в миллиарды раз выше, чем количество позитронов, античастиц, которые были бы необходимы для поддержания подобной теории. В итоге, гипотеза Уиллера скорее напоминает творчество одного гения, чем научное открытие, и, как следствие, остается неподтвержденной. Чтобы представить себе эту концепцию, стоит обратиться к пространственно-временной диаграмме. Это мощный визуальный инструмент, который показывает, как частицы могут двигаться не только в пространстве, но и во времени. В данном контексте визуализация занимает особое место. Она помогает понять, как различные события связаны между собой в нашем наглядном восприятии. В удивительном танце электрон может двигаться как вперед, так и назад, создавая эффект множественности. При попытках понять время и его технику требуется учесть вопрос о том, как электроны могут играть с этой концепцией. Если мы допустим, что электроны могут перемещаться во времени, то как объяснить асимметрию между материей и антиматерией? Почему мы наблюдаем больше вещества, чем антивещества? Эти долговременные загадки остаются нерешенными, наводя на раздумья о вероятностях духовного самосознания, а также о природе реальности. Во всей этой теме возникает важная идея: когда же самые абстрактные концепции способны помочь нам лучше понять мир. Возможно, именно такие идеи свидетельствуют о том, что в науке нет ничего недоступного для человеческого понимания, и что каждая из них, даже самая экзотическая, может вскоре оказаться близкой к истине. Но давайте перейдем ко второй удивительной теории — пространство как сверхтекучую жидкость. Мы привыкли считать пространство и время статичными, чем-то, что мы можем просто измерить. Однако, согласно этой концепции, пространство обладает свойствами, аналогичными гелию-4.
При температурах, близких к абсолютному нулю, этот инертный газ теряет вязкость и трение, превращаясь в нечто совершенно уникальное. Это открытие порождает идею о том, что пространство может взаимодействовать с материей прямо так же, как водные пузырьки в жидкости. Когда мы принимаем эту теорию в расчет, становится понятно, как события в пространственном временном континууме могут влиять друг на друга, подобно тому, как вода движется по судну. Маленькое движение здесь приведет к большому эффекту где-то вдали. Представление о том, что ткань пространственно-временного континуума может течь, открывает новые возможности для объединения теорий гравитации и движения частиц на квантовом уровне. Логически это выводит нас к возможности разрешения многих загадок, которые оставались без объяснения на протяжении многих лет. Одним из таких вопросов является экспериментальная проверка этих идей. Мы можем намекнуть на наличие или отсутствие изменения в энергии фотонов, проходящих через пространство-время, как это было замечено во многих исследованиях, в том числе в сделанных с использованием крабовидной туманности. Такие эксперименты, пока не давшие четких результатов, служат важным индикатором нашего понимания возможностей Вселенной. Теперь перейдем к завершающей концепции, которая находится на стыке философии и науки. Теории о том, что Вселенная — это математическая структура. Этот взгляд на природу реальности изначально задумал как вопрос: существует ли математика в природе, или она является лишь изобретением размышляющего ума? Размышляя о математике в природе, необходимо учесть, что многие ее аспекты можно наблюдать, начиная от пчелиных сот во вращении и заканчивая циклическими годами, прорастающими из числовых последовательностей. Макс Тегмарк, известный физик, предложил классификацию уровней мультивселенной, где каждая альтернатива зависит от различных математических структур и закономерностей. Он предположил, что внешняя реальность существует независимо от наблюдателя и его восприятия. Это приводит нас к интересному вопросу багажа, о понимании и категориях, которые мы создаем для объяснения объектов во Вселенной. Подобно шахматам, где сами фигуры могут принимать разные формы, но математическая структура останется неизменной, существует также структура Вселенной, которая оказывается математической. Это создает краеугольный камень, с помощью которого мы можем разгадать поведение физических объектов. На этом уровне считается, что Вселенная больше похожа на художественное произведение, чем на физическую реальность, что открывает новые горизонты для понимания и обсуждения. Представляя концепцию Тегмарка, стоит подробнее остановиться на уровнях мультивселенной. Первый уровень. Параллельные вселенные, находящиеся за пределами нашей наблюдаемой Вселенной. Они могут иметь разные физические законы и отличаются от нашей системы. Второй уровень. Вселенные внутри пузыря, находящегося в инфляционном поле. Здесь различные условия могут порождать новые миры с уникальными характеристиками. Третий уровень. Параллельные вселенные, возникающие при каждом измерении в квантовой механике. Это затрагивает представление о том, как каждое возможное событие создает новое измерение реальности. Четвертый уровень. Это наиболее экзотичная идея. Изменение фундаментальных уравнений может привести к созданию параллельной вселенной с другой математической структурой. Это дает основание полагать, что такие структуры могут находиться за пределами нашего восприятия пространства и времени. Каждый из этих уровней поднимает интересные аспекты, требующие дальнейшего изучения и обсуждения. Меняющиеся представления о мультивселенной бросают вызов нашим традиционным пониманиям и открывают новые пути для исследований. Таким образом, современные теории, такие как теория струн, стирают грань между математикой и физикой, утверждая, что без чисел и формул мы не сможем понять устройство мира. Эти концепции, казавшиеся экзотическими, раскрывают перед нами широкий горизонт, заслоненный привычными представлениями о физике и реальности. Однако остается вопрос, действительно ли Вселенная построена по математическим принципам, или же они лишь помогают нам интерпретировать реальность? Кто знает, какие еще тайны хранит Вселенная?
В конце концов, это фантастическое целестие, место, где идеи и реальность пересекаются, и только воображение может пробудить нас к поиску ответов. Возможно, именно в этих экзотических теориях лежат те ключи, которые однажды откроют двери к пониманию Вселенной, какие бы шокирующие они ни были.